Когда я видела первый раз балет на сцене, мне было 7 лет, сразу мечтала танцевать. Это было «Лебединое озеро». Сейчас понимаю, что вот русский балет — это вот моя судьба. Вот я это хочу, я буду танцевать вот эту Адилию. Быстрее всех выучила вот хореограф, ну, детский, все равно. Вот. И я сказала маме, что я хочу танцевать, я хочу вот, заниматься чем-нибудь танцем. Раз, уже поза. И раз, поза. Это поздно. И раз. И раз. Я захотела приехать в Россию, это потому что все-таки русский балет это считается один из самых лучших балетов в мире. Вот. Я как-то случайно познакомилась с русским педагогом в Японии, и после этого я поняла, что американский балет это даже не балет. Вот, и русский балет это очень сильно отличается и очень красиво. Сразу хотела в России учиться в училище, а потом дальше работать в России. Я должна видеть у всех параллельные руки. Если загнала, все, линии нет. Вот. Видишь, где ручка? Вот это все параллельно. Как только вот так рука уходит, линии нету. Россия очень далеко находится из Японии. Окружающие люди не особо не знали про Россию. Говорили, что там как-то страшно, там же ничего не понятно, язык, как ты будешь вот, разговаривать, и никто не понимает японский язык. Русский язык очень сложный язык. Я думала, также английский язык, я буду просто сидеть, послушать и буду стараться. И 3 месяца прошло, и я ничего не поняла. Я такая, может быть, русский язык это как-то сложнее, чем английский, надо изучать. Бери ее не за запястье, а она провалилась. А вот так, видишь, я ей помогаю. Я ей помогаю. 2 маленьких сисончика, 3-й большая рука. Русское училище балетное гораздо строже, чем других. Например, в США часто хвалят: о, прекрасно, amazing, wonderful, beautiful, все. А вот в России ты без мозга, не так, и сколько можно, уходи отсюда из зала, и вот прямо вот жестко, но из-за того, что очень жестко, мы можем сделать правильно. Я танцевала «Большой лебеди». И в начале вариации я подвернула ногу, но я не упала. Но я все равно продолжала танцевать. У меня опухшие были, и даже ходить больно было. Я танцевала следующий день щелкунчик, и там вот балерины все знают, вот в снежинках нужно прыгать именно на правой ноге часто. Вот так блинчики, и вот прыгать. И мне прямо захотела плакать на сцене, но я выдержала, такая улыбка, такая. Что пришло по душе в России, это на самом деле очень много. Мне кажется, что мне больше подходит Россия, чем Япония. Вначале я думала, что русские очень злые, потому что когда ходишь в ресторан или магазин, официанты или вот работники всегда без улыбки разговаривают. А когда я спрашивала, а у вас есть вот такой размер пуанта и так далее, они такие, нет. Такая, почему они злятся на меня? Я просто спрашиваю, есть ли пуанты. В Японии всегда вот, простите, пожалуйста, но у нас сейчас нету, через месяц у нас будет, поэтому мы можем вам позвонить и так далее. А тут нет, и все. Но потом я поняла, что русские улыбаются только тогда, когда они хотят, от сердца. Это же настоящее, мне больше нравится. Не нужно напрягать себя, улыбаться, когда я не хочу. Если не хочешь улыбаться, зачем улыбаться?
Россия мне больше по душе, чем Япония. Мне очень сложно найти настоящие друзья в Японии. А в России вначале как-то обычно, если русские незнакомые, они холодно относятся. Если поймешь, что вот этот человек по душе, тогда можешь вот глубоко общаться. И когда, ну, например, когда я получила травму в прошлом году, очень многие русские помогали, вот рекомендовали какой-то врач, рекомендовали какая-то маза, и сходили вместе со мной вот в поликлинику. Мама у моего подруга, она же вообще про меня не знает, но она вот ночью пригласила меня домой, и она вот рассказывала, какие массажи, и вот какие мазы, и у тебя такая какая-то проблема. Держишь, да, меня? Я не упаду. В России, когда у тебя что-то случится, друзья очень сильно помогают. И, ну, они помогают настолько, сколько они могут. А в Японии друзья это как будто вот просто... Не знаю, просто ходишь в кафе, может быть, и просто ходишь вот в Диснейленд, и такое веселое время проводишь, и все. Когда тебе прямо очень нужна помощь, ну, например, вот денег не хватает, ну, такое тоже бывает, мне особо не помогает. Вот. Обычно в России, когда я приглашаю в гости кого-то, они же обратно потом приглашают меня в гости, это как бы так принято. А вот в Японии мы вот часто приглашаем, но я не помню, никогда, наверное, не было в гости у кого-то, у подруги, потому что они очень закрытые. Часто в фильме показывают, что в балете вот балерины друг друга вот так как-то что-то делают с пуантами или вот отрезают какой-то костюм и так далее. Но не знаю, у меня в жизни никогда не было такой случай, никто ничего плохого не сделал. Украсть вот диадемы вообще не было. Из русского культуры, как бы, я обожаю балет, я ради этого вот приехала. Это на первом месте. И музыка тоже, конечно, вот Чайковский, музыка Чайковского, это, ну, с балетом как-то очень связано, и очень красивая музыка, очень люблю. И еще литература тоже. Моя мама актриса, и поэтому она очень много книги почитали. Она часто рассказывает про Достоевский и так далее, вот, русские книги. Когда я рассказываю, что я японка в России очень много всяких разных вопросов задают, как там в Японии, как там жизни, и как люди там живут, и там еще есть гейша, и там самурай еще существует. И такая, нет. Они такие вот, суши вот русские, они же одинаковые, как у вас? Я такая, нет, вообще другой. Вот, у нас очень много разговоров есть. Когда я говорю в Японии, что я живу в России, вопрос почти всегда одинаковый. А вы говорите на русский? Я такая, ну да, я живу в России. А как я могу не говорить на русском? Я живу в России. И все, как бы разговор закончен. Как-то очень редко бывают люди, которые вот очень много всего знают, и они сразу поймут, что в России живешь, это же, ну, как бы настоящий балет там происходит, и так круто, ты балерина, там работаешь, вау, вот. Яхо, котенки на хога икана. Моя семья, конечно, хотят приехать сюда, в Россию, и увидеть, как я выступаю, и увидеть, где я живу. В этом году они планировали приехать, но, как все знают, вот, пандемия началась. А так, моя мама только одна приехала в Питер. Она сказала, что вообще недостаточно было, хотя она приехала на 2 недели. Она сказала, что хочет еще приехать много раз и надолго.
русской кухни мне нравится, вот, конечно же, борщ и блины тоже. Я люблю тортик медовик, да. Сейчас я приготовлю никуджага. Нику это значит мясо, а джага это, ну, картошка. Вроде с этого года я начала прямо любить вот укроп, а свеклы где-то 3 года назад я начала есть и как-то спокойно начала относиться. И с прошлого года я начала прямо любить сельдь под шубой. А еще грибы тоже. В Японии так часто не едят грибы, и в России очень много грибы. И потом вот начала есть и потихоньку много-много-много, и сейчас очень люблю грибы. В прошлом году у меня была травма со связкой, и мне все говорили, что вот холодец очень помогает. И, конечно, мне не так сильно понравилось, я поела, я такая, ну как-то не очень. Но это помогает для связки, надо есть, и старалась каждый день есть почти. Мне кажется, у меня вот немножко вкус изменился из-за того, что я приехала в Россию. Мне часто спрашивают, вот, чем отличается японский парень и русский парень. Японский парень, большинство не умеет хорошо ухаживать за девушкой настолько, сколько умеют вот русские. Но я думаю, что это потому, что вот, я слышала, что в Японии вот, большинство вот, парень и девушка ходят в ресторан. В России вот, почти 100% парень оплачивает за девушку, ну как бы в ресторане или кафе. А вот в Японии обычно вот половина. Я этого не понимаю, если честно. Такая, ну как бы, почему как бы парень же должен за девушку ухаживать? Вот. Но в Японии это как бы нормально, ну как бы мы же обе работаем. Даже вот мой парень тоже, несмотря на то, что у него не особо нет денег, он покупает мне цветы, например, после спектакля или просто тогда, когда он захочет. Привет, Канон. Привет! Привет. У меня вот репетиция была, и обычно, когда спектакли у нас утром без пуанта репетируем, но почему-то сегодня как-то репетитор решил, чтобы мы надели вот пуанты и в пуантах репетировали. Да. Я сейчас вот с русским парнем встречаюсь, и ну, я бы хотела выйти замуж за него. Мы подходим друг к другу вот очень, он очень по душе мне, и мы каждый день разговариваем, несмотря на то, что мы на расстоянии. Иногда даже вот 4-5 часов просто вот разговариваем. Он иногда меня называет енотик, но я его называю Арсений или Арсенчик, мой любимый. Привет! Заходи. Чай, кофе будешь? Да, можно чай. Конечно. Как в прошлом раз. Зеленый. Не крепкий. А вот эти точки тоже можешь не делать? Да, конечно. Я стала блогером. Я вот отдаю свою эмоцию, я отдаю свою энергию, и от зрителей тоже я получаю энергию, потому что они вот хлопают и говорят браво, от этого я получу вот энергию, и это так как-то, не знаю, для меня очень круто. Всем здравствуйте, меня зовут Аканон Карита. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем доброе утро! Я понимаю, что ну вот каждый день я репетирую, и это так тяжело, но я ради этого я все-таки танцую, и очень. Но для меня это самое вот приятное. Я очень хочу съездить на Байкал, там вроде очень красиво, вот, там озеро большое. И Владивосток тоже хочу съездить. Россия же все-таки очень большая страна, и поэтому каждый район есть и свои какой-то, ну, традиционные какие-то, не знаю, привычки, или вот одежды, или здания, может быть, и другие, или люди вот совершенно по-другому как-то думают и живут. Вот. Мне очень хочется вот это посмотреть. Япония такой маленький остров, и от этого, конечно, вот в Японии все очень тесно. Улица такая узкая, и между домов вот бывает 5 миллиметров.
и потолок тоже очень низкий. Вот, поэтому для меня очень тесно там. А вот в России все-таки вот здоровые здания, здоровая дорога, вот, и все как-то спокойно едет. Я думаю, что из-за того, что я живу в России уже 9 лет, у меня аура такая, наверное, уже не японка. И я одеваюсь не как японка, и я, наверное, даже хожу не как японка. Обычные японцы ходят так как-то, я даже не знаю, такой напряженные и закрытые, и вниз смотрят, и вот так ходят. Часто мне спрашивают, что я знаю японский язык или нет. Я такая, ну я вообще-то японка, я знаю. Я думаю, что я уже обрусела, да. В России наслаждаешься вот, быть балериной и быть с моим парнем, вот, с моими друзьями. Вот, поэтому сейчас очень редко скучаю по Японии. Но когда вот была пандемия, я застряла в Японии 5 месяцев, тогда очень сильно скучала по России, по балетной жизни. Я такая, ну когда уже можно начать вот танцевать, работать в России, вот. Россия, я люблю тебя.